Ребят, всем привет! Сегодня мы едем на 9-ю станцию Фонтана в Одессе. Я покажу вам этот пляж и покажу, чем он классный, почему я его люблю. И вообще сегодня уже, конечно, разгар сезона, середина лета. Ну, жара только началась, поэтому Да. для нас это начало сезона. До этого были дожди, они у нас просто лили, город заливало, и мы на пляж не ходили. И сегодня наш самый первый выезд на море. Первый Такой выпуск. почти семейный. Первый выпуск пляжа Одесса. Тая там где-то у нас сидит. Тая, ты где? И это у нас первый почти такой семейный выезд. Если честно, у нас это первое такое лето, что уже вторая его половина идет, а мы первый раз именно в Одессе собрались на море, на пляж. Июнь весь проболели, а июль прошел у нас в автопутешествии по Балканскому полуострову. Видео с Черногории и Албании еще будут выходить на моем канале весь август, так точно. Все, мы доехали. Обычно здесь парковка, вообще негде встать. Ну вот мы нашли местяк. Нашли, подождали 5 минут и нашли. Спуск! Вот здесь выше со стоянки сразу вот такой пляжик маленький, народу немного. Но мы хотим пройти немножко дальше, на 9-ю Фонтана, на Галечный пляж. Я люблю там это место. Если помните, кто меня давно смотрит, туда, где Эдик приезжал, где этот дом был, который он снимал. Здесь народу полно, посмотри на том пляже, как ты хочешь. Посмотри. И я смотрю на этом пляже, куда мы идем, просто куча людей. Наверное, нужно возвращаться обратно. Мы вернулись на этот пляж. Пошли дальше. Вечно всем недовольный человек. Тая изначально не хотела с нами ехать на пляж. Покажи, что там у тебя? Ты будешь строить замок? Здесь классно, тенечек под забором. Все не так. Забор плохо, солнце плохо, подстилка плохо, все плохо. Да, огонь. Я вижу. Холодно, наверное. Иди, Тая, тебе построит замок. Будешь? Тай, построй с ней. Сегодня это будет середина лета, мое первое купание в нашем Одесском море. А еще хочу сказать, что я люблю вот эти пляжи, потому что здесь мало людей всегда, даже в выходные. Вот сегодня суббота, народу совсем немного. В городе, в центре, в Аркадии, на Ланжероне, вы знаете, что делается, я вам показывала в своих видео летних, наших пляжных одесских, там кошмар. Я туда стараюсь не ходить ни с детьми, ни сама, никак. Вообще здесь хорошо. Единственный минус — дно очень каменистое, и лучше в каких-то тапочках специальных, в коралках заходить. Тяжелый характер. Тяжелый. Алиса пошла пробовать водичку. Иди! Боишься? Там нету мухи, иди. Алиса после Турции до сих пор боится воды у нас. После тех горок в аквапарке, когда они с папой на плюшках съехали, она нырнула. Иди. А где папа плывет? Короче, экология очистилась море, что я вам хочу сказать. Доплыл я до волнорез. Вон, видите, 2 пацана там. Вот такой краб. Класс. Показали мне. Вода теплая. Давай крабом. Ныряй крабом. А там заходил, были камни? Да. Ты ложись и плыви. Или руками по дну перебирай. Я в тапках иду. Зачем? Потому
Бабушка говорит, ты ходить в тапках. Она как бабушка. Аша сказала в тапках ходить, она тоже так делает. Ау. Ладно, я иду, мама, подожди. Ложись и плыви, рыб нету. Давай. Там крабы есть, змеи, пауки и мухи. Ну ты плаваешь или что? Давай, Здесь плавать. плыви туда. Ну что, ну, я боюсь. Иди со мной. Вот это многоэтажное здание, это Маристелла Клаб. Ну, дорогой отель, очень одесский, очень дорогой. Хотите, я вам расскажу, что сейчас произошло? У меня очень похудели пальчики на ручках. Я зашла в воду, стою вот перед этим по колено. Сделала вот так руками, и мое золотое кольцо, дорогое кольцо, просто где-то было. Я расстроилась, ну, вообще это... Сказать, что я расстроилась, это ни о чем. Я очень сильно расстроилась, до слез. Поэтому сейчас сюда приедет моя подруга Наташа с мужем Сережей. Он с металлоискателем, он ищет золото. Это его такой вот бизнес, это его работа. И он будет искать мое кольцо. Это чтобы вам скучно сегодня не было, просто обзор этого пляжа, это неинтересно. Я надеюсь, что мы его найдем. Боится купаться, не можем мы ее уговорить зайти в воду. Алис, пойдешь купаться? Почему? Камешки будешь бросать? Поедатель хот-догов у нас. Вот здесь, в 10 метрах от берега, я утопила свое кольцо. Ждем Наташу с Сережей, с металлоискателем. Я нервничаю, очень переживаю. Я хочу его найти, мамино колечко пропало. И ты хочешь найти, да? Гремит. Гремит гром. Смотрите, какие тучи собираются. Оно плывет все сюда к морю. Я надеюсь, что мы успеем до этого момента. Пришел мой спаситель Сережа. Не знаю, найдет он, не найдет, но хотелось бы. Вот оно мое счастье. Сережа нашел мне, достал мое колечко за 15 минут. Без металлоискателя, он нырял с маской. Просто большое спасибо. Просто вообще я так благодарна, я даже не знаю, у меня нет слов. У меня нет слов. Но не зря назвала кумой, я говорю. Да, я же говорила сегодня кума. Спасибо большое. Я тебе дам. Я тебе отрежу сегодня. И вот такое у нас сегодня море оказалось. Но я довольна, что нашли мое колечко. Вон там Сережка еще плавает, ищет еще золото. Поднялись с пляжа, Гена за нами приехал, ливень просто стеной, мы вовремя отсюда сбежали. Попросила Гену покрошить немножко капусты на борщ.